Искусственный интеллект и огромные языковые модели спровоцировали в IT-индустрии то, что аналитики называют флеш-суперцикл. Данных стало так много, что вендоры начали настоящую гонку за сверхплотностью. Недавнее издание Storage Revive выпустило большое интервью с представителем компании Kioxia. Поводом стал анонс их нового твердотельного накопителя невероятного объема – 245 терабайт в одном диске. Это серия LC9. Только вдумайтесь в эти цифры. В стандартную северную стойку VST-42 юнита теперь можно вместить около 100 петабайт данных. Маркетологи преподносят это как абсолютную революцию. Они говорят: посмотрите, одна наша стойка с такими SSD заменяет 7 стоек, набитых классическими жесткими дисками по 30 терабайт. Представьте, сколько денег вы сэкономите на аренде площади в дата-центре, на электричестве и охлаждении. Эти диктора слушают это, смотрят на графики снижения ТСО, совокупной стоимости владения, и готовы подписывать чеки. Вам радостно предлагают обновить ваши старые корпоративные массивы, поставить туда эти сверхъемкие накопители, ведь это интерфейс PCIe Gen 5. Протокол NVMe звучит как идеальное решение для любых задач, включая ваши тяжелые базы данных. Но сегодня мы с вами посмотрим на то, как работает маркетинг. Возьмем публичные заявления спикера из этого интервью, а затем откроем официальный технический даташит на этот же самый накопитель Kioxia LC9. И вы увидите, как красивые рекламные лозунги с треском разбиваются о работу классических систем хранения данных. Поймем, почему установка такого диска, даже самый современный массив, это архитектурная бомба замедленного действия, способная полностью остановить работу вашего бизнеса. Первый и самый главный вопрос, который задает любой системный архитектор при виде диска на 245 терабайт. Это вопрос blast радиус или радиус поражения. Что произойдет с массивом, когда этот диск выйдет из строя, и сколько времени займет его восстановление? В интервью спикер Kioxia отвечает на этот вопрос очень уверенно, цитирую: «Скорость чтения Gen 4 составляет 7000 мегабайт в секунду, поэтому вы можете пересобрать 245 терабайт и диск примерно за 1,5 часа, а жесткий диск на 30 терабайт восстанавливается 5 часов. Значит, на SSD в 20 раз быстрее и безопаснее». Звучит фантастически. Но эта информация противоречива. Вендор прямо путает аудиторию. Давайте откроем их собственный официальный даташит на накопитель LC9. Да, скорость чтения с интерфейсом Gen 4 или Gen 5 действительно может достигать 7 гигабайт в секунду. Но при аварии и перестроении массива данные нужно не только читать с оставшихся дисков, их нужно записывать на резервный объем. А в даташите черным по белому написано: официальная максимальная скорость последовательной записи для этого диска составляет всего 3000 мегабайт в секунду, то есть 3 гигабита. А теперь берем калькулятор. Накопитель имеет заявленный объем 245,76 терабайт. Это примерно 251 658 гигабайт. Чтобы залить этот полный объем на новый диск со скоростью 3 гигабайта в секунду, потребуется почти 23,5 часа непрерывной работы. Но в DRAM восстановление идет по схеме «все на всех». Чтобы установить такой объем за заявленные 1,5 часа, диск должен был бы принимать данные со скоростью 46 гигабайт в секунду. Это скорость работы скорее оперативной памяти, а не флеш-накопителя. Или нужно иметь больше 15 аналогичных дисков, которые только и будут заниматься восстановлением данных. Но вы же не можете остановить бизнес-процессы на 1,5 часа в произвольное время. Итог. Маркетинг обещает вам спасение за 90 минут. А реальность показывает, время будет от 90 минут в лабораторных условиях и до радиуса поражения длиной в целые сутки. Почему я говорю, что восстановление займет до суток? Тут мне могут возразить: мы же поставим эти диски в современный массив уровня Huawei Dorado. Там 16 контроллеров, аппаратные ASIC чипы,
Для контрольных сумм и распределенный D-RAID. В D-RAID резервная емкость размазана по всем дискам, поэтому запись пойдет параллельно и очень быстро. Да, первичное перестроение в D-RAID на свободные блоки действительно произойдет быстрее. Но давайте посмотрим не только процедуру восстановления. Когда будет установлен в SHD новый физический диск на 245 терабайт, взамен вышедшего из строя, массив запустит процесс перераспределения данных для балансировки емкости. И вот этот процесс будет писать на этот новый диск. Ваш современный массив упрется в физический лимит записи самого QLC накопителя. Он будет ждать, параллельно забивая шину PCIe и EM паразитным трафиком восстановления или балансировки. И NVRAM кэш тут не защитит ваша база данных от медленного QLC слоя. Ведь тут самое страшное. Производительность случайной записи у этого диска составляет всего 50 тысяч IOPS. Кэш отлично работает в обычных условиях, но тут возникает риск эффекта переполнения кэша. Массив переходит в режим прямой записи. Ваша тяжелая транзакционная база данных намертво встает в очереди к этим дискам. Узкое горлышко никуда не исчезло, оно просто переместилось внутрь самого накопителя. Переходим к третьему маркетинговому фокусу. Журналист спрашивает спикера о надежности. И спикер отвечает, цитирую: «Если я даю вам 5 лет гарантии и 2,5 миллиона часов МТБФ для старого диска на 2 терабайта и то же самое для 245 терабайт, с точки зрения надежности вы получаете абсолютно то же самое». И снова эта информация противоречива. Спикер использует метрики от старых технологий, чтобы замаскировать недостатки новых. Что такое median time between failures? Это средняя наработка на отказ, выраженная в часах. Эта метрика пришла к нам из эпохи шпиндельных жестких дисков. Но она вообще никак не отражает физику работы флеш-памяти в твердотельных накопителях. Ячейки памяти физически выгорают от циклов стирания и записи. И для SSD единственная честная метрика надежности – это DVP-D. Количество полных перезаписей диска в день. Открываем даташит. Внутри модели LC9 установлена 32-слойная QLC память. И официальный ресурс ее износа всего 0,3 DVP-D. Что это значит на практике? Для диска объемом 245 терабайт лимит безопасной записи составляет 73 терабайта в сутки. Кто-то скажет: ну и отлично, у нас нет таких объемов записи на один диск, нам хватает запасом. Но они забывают про физику write amplification, усиление записи. Внутри огромного QLC диска постоянно поработает скрытая уборка мусора, garbage collection. Плюс накладывается трафик перестроения и балансировки D-RAID в пуле. Эти процессы умножают физический износ ячейки в разы. Например, это означает, что одна единственная аварийная операция ребилда огромного массива сжигает ресурс ваших дисков на дни вперед за один проход. Продавать QLC память под видом сверхнадежного Enterprise решения, прикрываясь часами наработки, это прямой архитектурный подлог. Справедливости ради, сами инженеры Kioxia в своих документах честно позиционируют эти диски для озер данных и архивов. Иллюзия возникает тогда, когда вам пытаются продать это как универсальное решение. Давайте зафиксируем. Первое. Никогда не используйте сверхъемкие QLC диски для транзакционных баз данных. Их IOPS на запись катастрофически мал, а радиус поражения при восстановлении может измеряться сутками даже при наличии мощных ASIC чипов. Второе. Используйте их строго по назначению. Это идеальное решение для сценариев. Записал один раз, читаешь много раз. Системы хранения для медиаконтекта, видеоархивы, файловые хранилища или чтение данных для обучения модели искусственного интеллекта. Там, где нет тяжелой постоянной перезаписи блоков. Третье. Для критических баз данных в современных массивах с D-RAID архитектурно безопаснее использовать десятки дисков TLC меньшего объема. Они обеспечат вам экспоненциальный рост линии шины PCI, феноменальный IOPS на запись и минимальный радиус поражения, который ваши контроллеры переварят без ущерба для бизнеса.
Не позволяйте красивым лозунгам окупаемости вводить вас в заблуждение. Всегда читайте даташит и анализируйте. Увидимся.